Солнце обжигало тротуары Нью-Йорка, шум города накатывал волнами, гудели машины, спешили люди, смешивая запахи выхлопа и свежей выпечки из ближайшей пекарни. На оживленной улице стоял маленький деревянный киоск с неразборчивой надписью «Чудеса за $1». Его краска облупилась, а на столике лежали бумаги и несколько банок с мелочью, словно случайно оставленные чудеса. За киоском сидела маленькая девочка по имени Эмили, лет 8, в выцветшем платье с аккуратными косичками, которые слегка развивались на ветру. Ее руки были сложены на столике, а глаза внимательно следили за прохожими. Большинство проходили мимо, торопливо поглядывая на часы, некоторые усмехались, считая это детской шуткой. Иногда мимо пролетала собака, и Эмили на мгновение отвлекалась, но тут же возвращалась к своим наблюдениям, как будто каждый взгляд и каждая минута имели значение. Остановился мужчина в инвалидной коляске. Его костюм был безупречно отглажен, обувь блестела, на запястье сияли часы. Он ухмыльнулся и слегка насмешливо посмотрел на Эмили, ожидая легкой забавы. Девочка не реагировала, сидела прямо, спокойно, словно знала, что настоящие чудеса редко нуждаются в аплодисментах. Она тихо положила на столик сложенный лист бумаги. Мужчина взял его, и слова на странице, простые, но глубоко личные, словно коснулись его души. Эмили писала о своей матери, о потере и надежде, которую она передавала другим, когда сама оставалась одна, и эти строки внезапно отозвались в его сердце. Внутри мужчины что-то изменилось. Впервые за годы слезы катились по его щекам, не от боли, не от жалости, а от осознания того, что маленькая девочка с ничем смогла напомнить ему о вере, которую он давно потерял. Ее простое письмо стало настоящим чудом, не физическим, а душевным, тихим и необъяснимым. Эмили протянула банку с мелочью, просто $1, и мужчина с дрожью положил туда купюру. Внутри него что-то освободилось, его гордость и высокомерие растворились, и он впервые за долгие годы почувствовал себя по-настоящему живым. Эмили осталась за своим киоском, тихо ожидая следующего человека, который сможет получить ее маленькое чудо. В шумном городе, полном равнодушия и спешки, кто-то вновь научился верить, а маленькое чудо девочки продолжало тихо менять сердца прохожих одно за другим. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.